Участники проекта проходят испытания, основанные на событиях Великой Отечественной войны. Перед ними только один соперник – собственные возможности. Время ограничено. Давай, толкай! Давай! Стой! Стой! Четыре дня участники идут к общей цели. Каждый день их ждет новое испытание и выбор капитана, от которого зависит успех всей команды. Доброе утро, надеюсь, оно было доброе. Да. А где мы находимся? Давайте расскажите, что происходит. Мы вас оставили вообще. в вашем лагере, а сейчас что это за место? Наш лагерь затопило. Да, что у нас Начался очень вчера сильный произошло? дождь. В общем, так получилось, что Нашли все наши болото. тенты не выдержали ливня, силы ливня, которая пошла, в результате чего все наши тенты промокли, и все у нас затопило, все спальные места. Я была инициатором того, чтобы найти убежище и ночевать в более комфортных условиях, чем у нас были в палатках, в мокрых под дождем. Ангелина Авдиянц, Симферополь, 20 лет, тикток-блогер, предприниматель. Это еще очень опасно, молния, с этим вообще лучше не шутить. Пока мы выполняли задание, мы заметили здесь вот такой заброшенный коровник, в который мы пришли со своими спальными вещами и здесь переночевали, потому что здесь сухо достаточно. И поэтому мы здесь, поэтому нас тут и нашли. Максим у нас вчера был Капитаном. по условиям прохождения наших испытаний. 2 раза один человек не может быть командиром. Поэтому сейчас давайте также по очереди. Каждый говорит, кого бы он поставил на место командира. Эрнест, начнем с тебя. Макс? Макс, который... Не фикс. Не фиц, не фиц. Максим, ты? Лиза. Лиза? Мгм. Интересно. Я очень испугалась, когда выкрикнули мое имя, потому что я думаю, что я бы не справилась. Елизавета Кравченко, Кемерово, 21 год, СММ-менеджер, студентка. То есть я бы не смогла четко дать задание, потому что я не особо понимаю в этом, если честно. Вот, поэтому я готова довериться мужчинам и быть под их руководством. Ангелин. Командовать и всем давать задачи, я считаю, что должен мужчина, и поэтому вот у нас сегодня капитан Макс. Максим. Я думаю, что сегодня будет Макс. Уже 3 человека за Максима, Артем, поэтому твое мнение ничего не решает, но тем не менее. Кого бы ты хотел увидеть капитаном? Ну и ладно. С самого утра было тяжело. Я проснулся, там, наверное, даже было видно, что я вообще не разговаривал. Артем Мельников, Красноярск, 23 года, бывший морской пехотинец. Меня спросили, что ты там думаешь, кто капитан? Я даже не ответил, вообще сил не было. Оставил при себе свое мнение. Да нет, на самом деле, если 3 человека уже за Максона, вот поэтому давай, вот тебе задание. Читай оба, и от тебя будет зависеть, как ты сегодня разделишь отряд, потому что также будет у вас 2 подотряда. Я, в принципе, понимаю, что во мне есть лидерские качества. Максим Усманов, поселок Первомайский, Челябинская область, 20 лет, тикток-блогер. Мне интересно их развивать, и да, хочу. Деление зависит от тебя, поэтому смотрите, изучайте, возможно, советуйте. Финальное решение все равно за тобой. Задача номер 1. Заготовить для строительства плота 60 жердей длиной 3 метра и толщиной 7-10 сантиметров, как это делали строители Можайской оборонительной линии. Найти провизию и обеспечить боеспособность всего отряда. Задача номер 2. Изготовить из бревен и жердей плот, навести переправу и доставить через реку 45-миллиметровую противотанковую пушку, как это делали партизаны отряда Ковпака, которые форсировали Днепр. Вам даны вот эти цифры, чтобы вы понимали, какой объем, ну именно в кубометрах, должен быть использован для постройки плота, чтобы он мог выдержать этот вес. То есть, если вы плохо построите плот, то вы затопите орудие. Да, по поводу... Такого не должно произойти. Нет смысла одну команду пускать на жерди и на готовку. Проще жерди вместе с рубкой деревьев объединить в одну, а готовку ставить на другую часть. Ну, готовку, да. И готовку Допустим, может быть, девчонки, девочки а мы вообще на четвером готовку, пойдем мы жердями четвером, да, заниматься пойдем и... все вместе это делать, да, хорошо. Думаете, успеете так? Да.
Здесь картошка, которую нужно будет почистить на весь ваш отряд. Итак, Максим. Как мы распределились, соответственно, мы девочек отправляем Лизу На и кухню. Гелю на кухню, да, а с парнями четвером идем пилить деревья и жерди. бревна, и жерди, да. Вот, если что, девочки потом подключатся помогать сплавлять, потому что мы сегодня будем сплавлять по реке. На выполнение задания вам дается 6 часов. Время пошло. Тём, возьмете такую штуку? Да, да. Давай только быстрее. Вон он. Максон, ты видишь закуточек? Нам вон туда. Ты уверен? Да. Посмотрит там, с той стороны. По крайней мере, жерди точно, типа. Можно Если что-то срубить. вдвоем идти срубать. Место под заготовку бревен выделено специалистами в зоне санитарной рубки. Ни одно здоровое дерево от рук участников проекта не пострадало. Вот можно некоторые из этих взять, и они классные, Ты смотрите. просто смотри, еще один важный момент. Если мы сейчас начнем прыгать по разным точкам, Это плохо. Вот давайте начнем с того, что здесь рядом. В ноябре 1942 года Сумское соединение дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака вышло к Днепру. Задача была переправиться и уйти от преследования противника. Всего за один день опытные бойцы сумели подготовить переправу, форсировали Днепр и вступили в бой. по моим ощущениям, что пушка у нас всего лишь 570 килограмм. Так. И если даже мы из ольхи и осины сделаем плот 6 метров длиной, Может быть, прокатит, Я но думаю, что прокатит математика полностью. говорит, что нет. Что у нас очень хорошо совещательный процесс, слава богу, налажен в команде. Мы слушаем друг друга. Артем Эрнест Эйкстер, Санкт-Петербург, 24 года, переводчик, путешественник. Мы можем как-то измерять адекватность идей, и поэтому кто там капитан, мне все равно. 100 килограмм выдерживает 1 кубометр. Да. Верно? Да. Значит, если ты считаешь, что у нас будет 40, то мы 570 с тобой не потянем, ты думаешь? С самого начала было все достаточно легко, потому что мы, в принципе, поняли вчера, какие нам нужны бревна, какого размера. Максим Фитмяков, Москва, 22 года, видеоблогер, студент. Что и как, уже проще подходили к выбору деревьев. Было все достаточно просто, ну, как мне казалось. Господи, здесь еще больше этих комаров. Как же сильно кусают. Тут вообще что-то они какие-то озверевшие. Все, окей. Просто берем таз, переливаем в него воду и туда будем кидать картошку чищенную. Там картошки на целую роту, они Да нет, на 6 человек. А, Ножи где-то, кстати, под тобой должны быть. да. 2 ножа нашла? Все, Тут были. супер. Все-таки будем чистить ее? Ну и что-то надо почистить. Ну все, а остальное мы запечем просто. Девушки действительно, как настоящие хранители очага, остались в лагере, наводить порядок, готовить обед, ужин. Они уже начали чистить картошку, но смотрите, дело в том, что прошло уже полчаса, а ничего не произошло. Девочки еще сидят, общаются, Старая картошка. никуда не торопятся. Зачем чистить? Ну, зачем чистить молодую картошку? Мне кажется, это сказывается какая-то физическая усталость из-за огромного количества постоянных передвижений, общения, и вот это все немножко утомляет. Жертвую своим свежим белоснежным маникюром, чтобы выжить. У тебя он есть, у меня его нет. Нет, у меня просто Ну и не надо. ноу-хау. Это знак. У нас команда образования очень быстро идет, потому что мы с Лизой отлично ладим, то есть мы распределяем прям обязанности. Тут крапива, что ли? Мы сейчас хорошо пойдем. Нет, это не крапива, малина, походу. Нет? Это малина? Да, малина. Так, да, вот они, получается. Вот Мы они, уже да. возле них. Вон есть дорожка. Ё-моё, Пацаны. тут что-то заросшее надо. Руки просто поднимите и все. Так, ну что, вот с этого начну. Не заколебывайся сильно, как ты немножко устал, давай мне сразу топор. На, у меня капец, пальцы болят после вчерашнего вообще. Провода Так мы идут. можем чаще меняться раз. Да. Не нужно забывать, что после вчерашнего дня у ребят забиты мышцы. Парни говорят, что даже в какой-то момент не чувствуют рук и пальцы сгибаются хуже, чем обычно. Давай, вот встанем. Ну, удобно, что с той стороны можно так взять. Подожди.
Да, давай так. Все супер. Погоди-ка. Давай. Эрнест. Падай уже. Ай, хорошо. 100%. Ангелин, привет. Ты что просто так сидишь без дела? Я же рассказывала, я про духовность больше, чтобы когда пацаны приехали, они почувствовали здесь кайф, наслаждение. Вот я от комаров сейчас защищаю. У нас по заданию было начистить 2 ведра картошки. Вот. И изначально мы подумали, что можно так сделать, но потом поняли, что все-таки это нерационально. Здесь, как и в жизни, ты либо придумываешь свои правила, либо играешь по чьим-то. Мы решили придумать свои. Мне не хватает авокадо и вот всего такого. Блин, может, походить Смузи. по лесу, посмотреть, может, здесь есть Я какой-то уже авокадо. посмотрела, Мало нашла ли. листья малины. Спасибо. Вот, отлично, уже неплохо. Ты же сказала, здесь, в принципе, можно найти шиповник, малину и этим питаться. Да. Можно сделать какой-то отвар из малины Вот мы и сейчас шиповника. хотим, мы сейчас закончим с едой. Нашим участникам очень повезло. Смотрите, у них практически идеальный картофель. Но во время войны такого не было. Людям приходилось выкапывать замерзший картофель и делать из него лепешки, так называемые тошнотики. Это было сладкое, приторное, не очень вкусное блюдо, но это лучше, чем ничего. А у нас уж, смотрите, что, вкусняшка. И то недовольные. В смысле тушенка, в смысле картошка. Мне кажется, войну бы они не пережили. Филипп, Да? дай пластырь. Кому? Мне. Зачем? Мозоль. Окей. Ну-ка вниз ее давай, да. Ага. На Можайской линии, непривычные к тяжелому физическому труду, москвичи быстро выходили из строя. Натертости, мозоли, крепатура – все это выводило людей и выкашивало ряды. Поэтому первоначально в августе на работы выходило едва ли 80% списочного состава. Дальше, к сентябрю, это количество увеличилось до 90%, но, тем не менее, многие люди не справлялись с этой работой и попадали в больницу. А многие умирали. Пониже, еще спускайся, давай. О, хорошо зашел. Река – лучшее место для того, чтобы разбить партизанский лагерь. Ну, во-первых, это вода для того, чтобы помыться, приготовить еду, постираться. И если вдруг противник раскрыл вас, легко уйти по воде незамеченным. Поэтому большинство партизанских лагерей строились на реке. Лиз, что ты делаешь? Я хочу, чтобы мы заварили вкусный чай, поэтому пытаюсь собрать какие-то вкусные листья. А с чего ты решил, что это вкусный лист? Ты вообще знаешь, Я их что это? понюхала просто. А, ты понюхала и решила, что на основе них Я пока, можно я сделать? ищу малину пока, но я собираю все, что есть по пути, похожее на вкусное. Но малина мне нужна в первую очередь. А ты знаешь какие-нибудь песни военных лет? Вы как с бабушкой пели? Темная ночь, кстати. То есть ты можешь спеть «Темную ночь»? Могу. Ты можешь спеть «Темную ночь»? Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах.
Тускло звезды мерцают в темную ночь. Ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Тём, заверни туда. Смотри, боком пошел, видел? Да. Раз, два, три. Сейчас поломается теперь. Макс был гордый тем, что он капитан, и это хорошо. Может быть, он не справился прям со всеми задачами идеально. Основная задача капитана, как по мне, это постановка долгоиграющей задачи. Поэтому так считаю, что Макс справился на 50% от того, что в принципе мог. Вот, из-за того, что не имел опыта конкретно вот, в тех задачах, которых мы сегодня решали. Также на плечо. Да. 2, 3. Серега, Мне не нравится, как Макс берет на плечо, когда все садятся. Давайте смешить сложно. Эрнест вообще чувак хороший, прям вот мне очень больше всего он, на самом деле в команде нравится. Эрнест, он прям вообще не жалеет себя, просто отдается вообще до талого. Макс тоже стоит. Уйди, отойди. Раз, два, три. Надо его подальше пройти. Слушай, тяжелая штука. Давайте продизайним. Не, она, наверное, вот такая, как вчера была самая большая. Да, Да? Максон, ся потащи. Ну, вчетвером попроще. Ну, всяко. Внутри истории нам было весело, внутри истории нам было классно. Конечно, мы выложились. Вот. Если по одному готовить, то икры можно со всех сторон. Вкусно? Все, не держать, их просто достаточно немало. Тушенка тоже соленая, поэтому надо из расчета из этого солить. Лиза, там есть соль маленькая или тоже большая? Большая пачка. Можно с собой? Соль возьмем, да, возьмем там ложечки это и все, и водичку. Все, можем идти? Да. Свершилось! 2:30 понадобилось девушкам, чтобы приготовить обед. Все, мы мчим, летим, бежим. Ребятушки, скоро вы пообедаете. Надо придумать оригинальное название нашего блюда. Вы приготовили, я видел, с любовью. Конечно. Все, прям будет шикарно. Идеально. Уверен, будет шикарно. Идеально. Миль, что планируется на ужин? Тоже, Сгущенка. пожалуйста. Так, да, то есть в ужин будете сгущенкой. Хлеб нет, у нас Так. будет... Это девочки взорвались? Это через звук самолет прошел. Это прям в районе лагеря. Да, это истребитель. Там огонь, я боюсь огня. Нет, прям реальный огонь. Мы сначала не поняли вообще, что это было. Мы подумали, что что-то взорвалось. Вот. И мы сначала подумали, что это что-то взорвалось на нашей полевой кухне, потому что мы ее оставили, как бы она работала, а мы ушли. Он же может взорваться. Я боюсь близко подходить. Все, пойдем. Ангелин, ты же партизан. Когда на поле сегодня упал самолет, мне было очень тяжело. Я была очень уставшая после того, как мы приготовили, и в этот момент я несла еду. Ну, он упал не на нашу базу, он упал не на парней. Эрнест. Это взорвалось. Это не наша кухня, не переживай. Мы Хорошо. Вы несете... еду, да. А, серьезно? Вы так быстро все сделали? Спасибо, девочки, что вы несете прямо нам. Че, погнали в воду? Да, да. Только, опа, что такое? А, типа у нас лагеря больше нет. Встречайте его величество! Обед! Сейчас, ребят, подожди, пойдем, Тём. Надо проверить, давай сделаем сначала. Вы пока приготовьте. Эрнест! Тём, Пойдем поможешь. Поможешь? Тёма, Кинуть. девочки, пока что устройте, мы сейчас через минут 10 подойдем. Я была немного в шоке, потому что они были такие вовлеченные и веселые, как будто они не работают все 5 часов. Лиза! Давайте поднимем, мы вот так вот поднимем. Иди сюда. Спасибо, я, пожалуй, откажусь. У нас новая пара на проекте. Как тебе, Артем? Ну что, он очень шебутной.
слишком много даже прям. Мы, кстати, овны оба. Нет, вот Макс, который фит, вот внешне он мне симпатичный. Мне тоже был внешне симпатичный. Он такой, знаешь, типа прям умный мальчик, но при этом красавчик. И типа прям вот, когда он там что-то считал, там что-то вот эти какие-то формулы, я думаю, нифига себе. Сексуально. Обожаю умных мужчин. Конечно, буду. Это так вкусно, господи. Ой, картошечка как Я сама в шоке, никогда такого вкусного не ела. Лиза, можно Да, держи. Реально вкусно получилось. Картошечка вот сам с лучком. О, это было вкусно. Когда ты не ешь 6 часов и работаешь, тебе покажется, мне кажется, даже бумага очень вкусной. Вот. Но обед действительно был ничего. Все благополучно поели, но поговаривать, еды было мало, потому что девчонки сэкономили и решили не чистить тот объем картофеля, который должны были. Сейчас мы идем обратно в лагерь. Девчонки будут его прибирать чуть-чуть, ну и, конечно же, готовить ужин. Что-то огня, по-моему, нет. Дыма нет. Может, там хоть что-то тлеет. Че? Там вообще ничего нет, кайф. Мы разводим это заново. Полевая кухня — это в каких-то моментах достаточно сложно, потому что ты не можешь взять и просто сделать чуть тише огонь или чуть больше огонь. Идет дождь у нас регулярно, у нас мокрые дрова, и нам очень сложно развести этот огонь, а потом еще очень сложно поддерживать его в нужном уровне, чтобы у нас все приготовилось. То есть тебе не стыдно? В какой именно момент? Ну то, что твой сокомандник сейчас под дождем разводит огонь в 3-й раз, а ты просто лежишь. Понятно. Сейчас положим, по ней катать будем. Прям по ней скатиться. Да, прям по ней вот так. Получается, жерди будут на маленьких лежать, которые тонут, а эти привяжем. Давай, подходи сюда и будем все вместе, Макс. Не стой просто так, пойдем сюда. Конечно же, нам много знаний не хватает, а многие знания, которые есть и были, в том числе у меня, они забыты, либо они есть в теории. Все, видишь, как отлично, так работает. Это вообще длинная получилась какая-то. Сразу, может, веревку какую-то, чтобы это вот, который он первый длинный делал. Макс, ну по ощущениям, вот ты на этом бревне сможешь? Оно тебя выдержит? Вообще бодро. Ты сколько? 80 килограмм. Я считаю, что те, кто работали сегодня полком, поработали отлично. Все сегодня включались, порой что-то не понимали, но зато в конце показали командную работу, поэтому все было прям отлично. Да, и скатывай. Не, вот это вообще прям на ней плавать просто можно. Идеально, видите, мы построили. Вообще. На реке, когда я там был, у меня немножко поджалось, так сказать. Вот здесь, надеюсь, будет вставка кадра вот этого моего лица, сколько я в тот момент офигел. Но было, конечно, интересно. Меня убили так-то уже. Ну да. Ну, Максончик, мы тебя скучаем. Да я просто подхожу к воде такой, серия взрывов как раздается, я очень напугался. Я такой вижу это, не особо напугался, но я понимал, что она сейчас на меня идет, я как раз по воде, вдруг она на воде не становится, а дальше продолжит. Блин, а где мы находили 6 жердей с тобой? Вот 2 в воде сейчас, 1 здесь. Вон еще одна здесь же, вон стоит дальше. А здесь же все, да, 4-я и 5-я вот лежит. Все, 5 у нас, да, было, и вот 6-я. Мне кажется, с Божьей помощью мы переправим ее. Все может случиться, и могут разойтись бревна. Грузоподъемность плота такова, что пушка может начать тонуть. Вот. И нам нужно будет, наверное, идти рядом и приподнимать плот своими руками, таким образом создавая еще какую-то силу сопротивления весу. Потише, тут Ангелина чуть заснула. Чуть потише, пожалуйста, разводите огонь. Тут люди спят. Все.
Каша с луком? Минут 30, и каша будет готова. Ой, она прям сильно кипит так. Я что-то переживаю, закрывать, она не выкипит. Ну, я говорю, мы можем по 4 сторонам встать и просто, приподнимать плот. Ну, это как бы такой хардкор вариант. Да выдержит, по-любому. В июле 1941 года, видя тяжелые бои под Смоленском, военное командование решило создать Можайскую оборонительную линию протяженностью 220 километров. На помощь в строительстве было призвано гражданское население Москвы и Подмосковья, не подлежащее военной мобилизации. Работали 6 дней в неделю по 12 часов. В возведении долговременных огневых точек, окопов и противотанковых рвов приняло участие до 500 тысяч человек, из которых 3/4 – женщины. Пацаны! Да. Клубок сделайте из каната и отправьте мне его сюда. По почте? По имейлу. Макс, тебе тяжело будет одному это сделать. Нам нужно всем, когда мы приедем на плоту, когда проверим плот, всем натянуть там и завязать. А когда ты наденешь уже ботиночки сюда? Я не могу. Если ты мне отдашь свои, то да. Так ты найди там еще. Пинтон поменяй, во-первых. Канат кинут, практически переправа готова, но у ребят уже начинаются небольшие разногласия в коллективе. Нередко слышна нецензурная брань, потому что нервы у парней откровенно сдают. Но, с другой стороны, и работа гораздо тяжелее среднего. Вам, наверное, могло было показаться, что какие-то были конфликты там в процессе работы и все тому подобное, но я могу сказать так. Прямо и честно, что как бы мужская работа, она априори подразумевает такие, иногда кто-то там что-то может сказать, крикнуть, но как бы я не воспринимаю все это всерьез, как бы это, вспылил да вспылил, у всех бывает. Так что вам показалось, ничего у нас не было, у нас наоборот, мне кажется, сближаемся. Одним из символов войны является тушенка. Кто бы мог подумать. Но это не обычная тушенка, это американская. Союзники нам ее прислали где-то 800 миллионов банок. Хотя наши солдаты ждали от них совершенно другого. Они думали, что они высадятся в Европе и вторым фронтом пойдут на немцев. Но этого не произошло. Мы получили только тушенку. И наши солдаты в шутку стали называть ее «Второй фронт». Ну что ж, сейчас и я открою второй фронт. Ой, вода кипит хорошо. Она выкипает, да. Это наши кулинарные способности крепчают с каждым днем. Все, хорошо. Если Знаете, к 4-му дню будет да. фуагра. Да. Из перепела. Естественно. Печени. К 2-му дню научитесь пользоваться сразу 2 комфорками. Да, будем в одной варить компот. Как-то 2 банки тушенки, это, по-моему, была просто капля в море. Ты вот в кашу добавил 2 банки тушенки, правильно? А почему вот эту не добавила? Ну, просто я не могу ее открыть. Сейчас будем пробовать. И учиться. Держи. Ты берешь нож, Ага. бьешь, и потом начинаешь делать вот такие вот движения. Поглубже и аккуратно. И лучше держи вот так, чтобы не порезать руку. Ну все. Готовый партизан у нас практически есть. Я сегодня была главным поваром. Я отвечала за кухню. Мы приготовили сначала обед, потом приготовили ужин. Но мы сегодня подружились с полевой кухней, и вот картошка с тушенкой была просто великолепна. Мальчики были готовы просить добавки, мне кажется, бесконечно. Случайно. Пацаны, вас понесло. Нормально. Случайно. Да уже вылезай. Там все равно его разворачивать. Но глубины уже нет. Вот сюда колесо метра не меняешь, за ними. Что ты ты будешь проваливаться. Она даже близко падает, не поднимается. Как мы это сделаем, я не знаю. Тогда, наверное, без вот этих бревен просто повезем с помощью мелких И бревен. оно умрет там. Вот эти чуть пододвинем туда бревна. Ну. А пушку чуть разворачиваем и по направлению туда пытаемся. Двое приподнимают, двое толкают рычагами. Правильно я понял? Мне кажется, раз, два, три. Давай, толкай! Толкай! Есть. Ну есть. О. Да блин, а вот кладется просто. Пушка у нас провалилась в ил.
где-то на сантиметров 30 точно, а это уже достаточно для того, чтобы она там очень плотно завязывала, потому что еле ноги можно вытащить. Поэтому вот это была самая большая проблема. Давай, есть опоры здесь, ребят. Давай, раз, два, три! Пошло, еще. Вот теперь прямо пробуем. Прямо можно. Прямо надо. Сначала пробовали просто поднять, поняли, что как бы это неэффективно. Думали до того, что палки подставить, да, и наклонять такое как бы длинные палки, чтобы плечо такое нормально было. Вот, физику вспомнили. Раз, два, три. В прямом и переносном смысле было тяжело поднимать пушку, которую мы хотели сегодня поднять. Вот. Это было реально тяжело. Просто приподнимаем как можем и тянем. Давай тут тянешь. Раз, два, три. Раз, два. Есть, еще чуть. Еще чуть, давай, еще чуть. Давайте, может, втроем все вместе на то. Давай туда, двое на то колесо, давай. Эрнест, давай туда. Погнали, да. Попробуйте поднять сзади, пацаны, сейчас упадет. Есть! Давай! Толкайте кто-нибудь вперед! Раз, два! Я толкаю! Макс, оно соскакивает, если я спущу, оно прямо туда. Всякими способами потихонечку мы продвинули немножечко вперед это оружие и поставили даже одно колесо оружия на плот, второе вообще сложно поставить. Остановились на этом. Вот так вот. Нужно будет взять хотя бы пилу завтра, да. Ну что ж, давайте подводить итоги. Девчонки, скажите, что у вас сегодня не получилось? У нас не совсем получился ужин, потому что мы хотели приготовить чуть больше блюд, но мы не рассчитали с тем, что в нашей печке невозможно приготовить то, что мы хотели. По факту можно отметить, что обед ребятами был получен вовремя. 100%. Обед был вкусный. Да, Ужин вкусный. Лиза принесла. Парни в силу объективных причин не смогли его вкусить. Но я могу сказать спасибо вашей команде. Все, что от вас требовалось, вы сделали. Что не получилось? Расскажите нам и почему. Не получилось перевести пушку. Почему? Вот мы сейчас перебрались на другой берег. Пушка полностью погрязла, там большой ил, поддевали. Всеми силами чуть продвинули. Пока что она одним колесом уже стоит на плоте. Вот так. Уже неплохо. Парни, я наблюдал за вами. Сначала это были какие-то остатки сил, потом это уже были остатки эмоций, потом это была чистая, концентрированная злость, которую я слышал. Потом, когда уже и она закончилась, и солнце уже ушло, мы не могли снимать, но вы реально, вот что касается именно физических способностей, вы сегодня выложились больше, чем на 100%, большего вы сделать не могли. В этом я уверен. Вот. Это было очень круто. На боевых волевых. Ну и еще один неприятный момент. Наш проект покидает один человек. Ангелин, как ты думаешь, почему мы с тобой прощаемся? Есть какие-то предположения? Свой вклад оцениваю также на 10 из 10, только немножко с другой стороны. Со стороны поддержки, энергии. Организаторами было принято решение, что ты покидаешь проект по причине того, что ты не готова к прохождению дальнейших испытаний. Мы находимся сейчас в той ситуации, в которой есть свои специфические условия. Может быть, деле к ним не готова. Я думаю, что стоило с ней сначала поговорить, в принципе, обсудить. Каждый из нас там теряется, да, может быть. Первый день был легче, второй день был чуть тяжелее, и ты уже и первый день пасовала, второй день пасовала откровенно, третий и четвертые дни будут еще тяжелее. Мне хватило помощи Ангелины, и вчера и сегодня я думаю, что началась бы настоящая война, все люди бы сильно изменились. После этого это были бы уже какие-то другие люди, которые либо сломались бы, либо на горбу ловко другого человека выехали бы. Я бы хотел сказать, что
Я расстроен, что мы потеряли одного бойца, но врать не буду. Я не расстроен. Мне, в принципе, если честно, нейтрально. Остается или уходит, как бы я ни за, ни против. Она не совсем была готова к данным испытаниям, и поэтому, наверное, не выдержала того, что происходило. Хотя испытания вы не выполнили глобально, день, я считаю, прошел удовлетворительно. Спасибо вам за то, что вы этот день пережили. Спасибо. Отдыхайте. Караван идет на восход, все, что случится, тоже пройдет. Каждый шаг опыт, запиши на свой счет, время не ждет. Каждый день сопромат, ночью на бодрых, утром помят. Куча наивных, что ищут свой клад, в итоге прогнутся, как Понтий Пилат. Голоса в голове мне сказали кричи, и я верю им вновь на то сотни причин. И слова мои тишину режут ночи, открывая замки, подбирая ключи к сердцу того, кто остался один. Помни, у нас еще все впереди, пока вера горит, ты не победим. Мы все размотаем, все порешим. Пережить, чтобы помнить, ты добро, не похоть. Дорожить своей верой, пока есть мы, этот мир не потерян. Пережить, чтобы помнить, ты добро, не похоть. Дорожить своей верой, пока есть мы, этот мир не потерян. Пережить, чтобы помнить, ты добро, не похоть. Дорожить своей верой, пока есть мы, этот мир не потерян.